Всем привет! У нас наступил локдаун, по крайней мере, как нам сказали, на неделю. Но не знаю, будем смотреть, насколько все закрыто, все, что можно. Ну, только открыты необходимые продуктовые магазины, там, ресторанчики, там, а так в основном все закрыто. Обменники открыты. Банкомат, конечно, мы пошли сняли. В итоге раньше можно было 35 тысяч. Сейчас почему-то прайс уменьшился. Но все, что можно, вот закрыто. То есть людей нету, гоняют полицейские палками. То есть, в принципе, вымерло все. Большинство мест закрыто. Нам сказали, что примерно неделю все это будет. Ну, в таком варианте. То есть полуприкрытом. Ну, а они, как видят, полицейских все закрывают. Ну, посмотрим, что будет дальше с этим карантином. Агитация идет. Надо себя беречь, находиться дома. हाल पोखरा लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा कोभिड-19 संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ। त्यसैले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। घरबाट बाहिर निस्कनै परेमा नियमित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौं। भिडभाडमा नजाऊ। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौं। बेला-बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने गरौं वा अल्कोहल भएको ह्यान्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। कोभिड-19 का लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, खोकी, मानसिक Ну, обстановка, в принципе, не такая уж прям накаленная. Все полу закрыто. А так, все заведения, в принципе, пустые. Вот и наступил у нас локдаун. Многие заведения закрыты. Ну, это первый день сегодня. Так вот все выглядит. То есть прошел дождь. До дождя мы тоже ходили, все было закрыто, в принципе. Ну, если что-то надо купить, найти можно. Вот мы сейчас вышли сходить покушать. И вот попутно будем снимать, что и как. Может, нас вообще не пропустят, там полиция где-нибудь. А так вообще вот как будто все вымерло. Буквально 2-3 недели назад здесь праздник был. Новый год отмечали, народу очень много было. Сейчас вообще ничего нет. Вот открытый, тут можно и сок попить. То есть такие все заведения, ну типа там продуктовые лавки, там аптеки, все открыто. Нету, то есть закрыты рестораны. Ну как сказать, закрыто, опять же. Большинство закрыто, но мелкие точки местных открыты. То есть вы можете поесть и все остальное. Ну дальше включимся, покажусь. Вот мы выходим на основную улицу. Можете видеть, тишина, все закрыто. Одна вот машина проехала. И ничего нету. Точнее, никого нет. Ничего. Никого. Он военный идет. Докопается он до нас. Ну, хотя навряд ли. Вообще все закрыто. Такое ощущение, как будто город вымер. Ну, точнее, район. Город-то не вымер. Непонятно, что за вид. Ну, не аисты, это точно. Какие-то местные. Пахнет здесь, конечно, такой прям фермой. Они вот здесь живут на этих бамбуковых листьях. А мы идем вот в зону отчуждения, так сказать. Никого нет вообще. Местные как бы слушаются. Ну, это правильно, с одной стороны. То есть локдаун, все сидят. А мы не местные, мы не слушаемся. Ну, то есть не то, что не слушаемся.
У нас просто в номере нету кухни, то есть где мы живем. И мы, к сожалению, вынуждены еду готовую покупать. Ну, то есть есть в кафе. Но хотя много ребят живут, у них кухня, они продукты покупают и готовят. Так это сейчас выглядит. Обстановка. Все кафе, кстати, свернули. Здесь были кафе, шатры. Все прям быстро так испарилось. То есть с 4 мая, грубо говоря, по 14 мая авиасообщение закрыли. И предварительно сказали, что 14 откроют. Но никто не верит, естественно, что это будет, и многие уехали. Как бы нам спешить некуда. У нас там в России там каких-то неотложных таких дел нету. То есть, и мы решили здесь остаться. Ну, что будет, то будет. Как бы хуже точно не будет, я надеюсь. Ну и попутно показывать, что здесь происходит. Кому-то, может, интересно будет. Хотя везде, там в посольстве, везде информация сейчас такая. Вы прям должны уехать, обязательно вернуться. Вас потом никто не вытащит отсюда. Но как-то же люди в других странах живут, и они обходятся без собственного, как говорится, без посольства той страны, в которых они родились. То есть России в данном случае у нас. Но я не думаю, что прям не такую непосильную помощь мне дадут. Помогут улететь как бы за свой счет. Я и сам улечу, в принципе. Мне не надо пока. Вот. А так выглядит все вот так вот. Ну и как бы у местных я спрашивал, кто-то говорит, что да, люди болеют. Не так, конечно, как все раздули, как обычно раздувают, точнее, наши СМИ, которые, наверное, народ ненавидит уже, что все прям так плохо. Да все не так на самом деле плохо. Люди болели, всегда болели. Помимо ковида, грубо говоря, других болезней целый вагон. Сейчас просто это все так распиарили шикарно. И пытаются загнать людей домой. А зачем? Я не знаю. Причем сейчас с сегодняшнего дня или со вчерашнего вышел закон, то что вы должны по прибытию 2 ПЦР пройти. Ну, хорошо. Для чего я тогда вообще прививку эту делал? Вот это непонятно. Для чего вообще вся эта история с прививкой, которая в итоге оказалась, как объяснить правильно, недейственной. То есть люди все делают прививку в надежде обезопаситься от вируса. В моем понимании, по крайней мере, я не медик. И, естественно, летая в других странах, быть защищенным. Если как таковой вирус есть, но по прилету ты должен 2 сдать. Значит, это говорит о неэффективности нашей медицины или тестов наших. Или просто о бизнесе. Второй вариант мне больше правдоподобным кажется. Ну, то есть вот 1-2 человека, как бы полицейских, по крайней мере, мы не видели, ну их и не видно. Лучше как бы обойти по пляжу, то есть, чем по центральной улице идти, создавать к себе внимание. Вот какой вид тут такой открылся. То есть вот вообще никого нет. Горы такие. Такое ощущение, как будто в Цюрихе мы. То есть мы там были, там такое же озеро, только оно, а может и такое же, то есть в длину только побольше. То есть там озеро это, здесь-то это водоем, как бы пруд. А вот прям в Цюрихе слева, допустим, идут дома,
также вот на берегу. И курсируют большие эти, ну как пароходы, катера туристические. Покупаешь билет и, грубо говоря, он тебя, ну, чем дороже билет, в общем, тем длиннее типа круг. Но там такие шикарные прям эти игрушечные домики на берегу, слева-справа. И вот, и сейчас такая же вот картина, прям похоже, как будто мы там. Но на деле мы здесь. Начался дождик. Сейчас чуть пройдет. Нам вот в конец озера надо идти. А так красиво, конечно, вот это слияние теплого воздуха. Получается такой туман. Вот здесь как строят основание у пешеходной дорожки. То есть вручную все вот так прокладывают камни. И получается вот такое основание. Ну, блин, тяжелый. Ну, не то что тяжелый, я бы сказал, просто такой прям ручной труд, потому что каждый камень они вот так вот. Я видел, как эти строители делают. А потом сверху уже на цемент укладывается, ну, вот эта плитка. Плитка, опять же, тоже самодельная получается. Просто пласты распиливают, раздалбливают. И получается такие пластины. Их на цемент. Вот так они тут облагораживают набережную, чтобы люди от начала до конца могли ее пройти. В принципе, мы ее прошли. Вот. Такие вот. Ну, короче, здесь больше, ну, также та же Индия, больше ручной труд, в общем, развит. То есть он дешевый, видимо. Ну, то есть и более, наверное, качественный. Хотя вон там строители преимущественно женщины. Раб сила. Мужчины тоже есть, но женщины почему-то все самое тяжелое делают. Я не знаю почему. Носят песок там, всякие такие вещи. Ну, то есть сегодня они вон работают. Видно, что строителям локдаун не касается. Вот вы можете видеть пустые улицы. Все закрыто. Все заведения, которые были. Ну, вообще, то есть машин нет, ничего нет. Гроза начинается. То есть дождь сегодня уже идет. Тут один мопед, два проезжает. Людей, то есть нет. И причем время это 6:30.